like a bullet train. Всем привет, с вами Страйкбольная кухня. Сегодня я хочу показать вам своего старичка, подствольный тактический светодиодный фонарь 2P Клещ плюс ЛЦУ от российской компании Zenit. Для тех, кто еще не знает, напомню, компания Zenit занимается производством фонарей, ЛЦУ, а также оружейным тюнингом. Поставляется он в дюже красивом кожаном подсумке, который можно повесить на ремень. Зачем это делать, не очень понятно, поэтому буду считать это красивой упаковкой или кофром для хранения. Помимо самого фонаря в комплекте идет тактическая кнопка, а также руководство пользователя. Руководство я, правда, уже где-то пролюбил, но этот момент, я думаю, мы пропустим. Давайте по порядку. Так как тактическая кнопка является одним из органов управления, я считаю, что она заслуживает отдельного внимания. Она представляет собой прямой жесткий провод. В продаже есть как длинные кнопки, средние, как эта, так и ультракороткие. Как говорится, на любой вкус. Но давайте вернемся к нашей кнопке. С одной стороны провода установлена тактическая кнопка с приклеенной жесткой частью велкро-липучки, а с другой стороны расположена ответная часть разъема, необходимая для подключения непосредственно к фонарю. Для ее подключения необходимо совместить разъемы мама-папа. После этого закрутить страховочное кольцо, которое защитит разъем от случайного размыкания. Ну и наконец можно переходить к самому фонарю. Как я уже говорил, это подствольный светодиодный фонарь с креплением на планку вивера или пикатини. Фонарь имеет ударопрочный и водонепроницаемый корпус, выполненный из сплава авиационного алюминия D16T с покрытием черного цвета. Если кратко, фонарь предназначен для освещения целей, ведения прицельного огня при плохом освещении, либо целеуказаний. Сверху расположена информация о производителе, модели и номере изделия. Слева приклеена велкро-липучка, скорее всего для крепления этой самой тактической кнопки. Справа расположен винт интегрированного крепления. Винт идет под плоскую отвертку, но его также можно крутить и мелкими монетами, например, 2 рубля и меньше. А вот зажиточным операторам с 10-рублевыми монетами придется идти в магазин за разменом. Снизу расположены крепления для установки на планку вивера или пикатини. Крепление интегрировано в корпус фонаря и позволяет достаточно легко и, главное, быстро установить его на оружие. Крепление разборное, состоит из самого винта, пружины и фиксирующей накладки. Кстати, именно эта пружина защищает винт от самопроизвольного скручивания при ударных нагрузках. Спереди расположен модуль светодиода и лазерный комплекс. В качестве фонаря применен сверхяркий светодиод мощностью 370 люмен при мощности в 3 Вт, что дает возможность обеспечивать наиболее качественное освещение объектов на расстоянии до 200 метров. Помимо всего этого, в корпус интегрирован красный лазерный целеуказатель в видимом диапазоне мощностью 3 МВт с эффективной дальностью в темное время суток до 400 метров. Лазерный комплекс имеет возможность надстройки по вертикали и горизонтали с помощью этих винтов. Маркировки как бы намекают об этом, а также показывают, куда именно нужно крутить. Также сзади расположены органы управления фонарем, тумблер, спрятанный под резиновый колпачок, а также разъем для тактической кнопки, который в отличие от тумблера на первый взгляд никак не защищен от влаги. Теперь касательно питания. Фонарь запитывается от 2 батареек или аккумуляторов типа SR123. Отсек расположен сзади, о чем сигнализируют маркировки по бокам. Также именно эти маркировки подскажут необходимую полярность элементов питания при установке.
Минимальное время непрерывной работы фонаря от одного комплекта источников питания в штатном режиме около 3 часов, в экономичном режиме около 12 часов. Для замены элементов питания необходимо открутить этот винт. Но тут есть нюансы. Винт идет под очень узкую шлицевую отвертку. И если для этого использовать монетку, то только номиналом в 5 копеек. Соответственно, в поле или с помощью подручных средств заменить батарейки у вас не выйдет. Помимо всего прочего, этот отсек имеет влагозащиту. Это обеспечивается за счет резиновой прокладки между корпусом и этой крышкой. Поэтому будьте аккуратны при закрывании отсека. Убедитесь, что прокладка не съехала со своего места, а потом плотно закройте крышку и закрутите винт. А теперь немного о том, как его установить на оружие. Для его установки необходимо нажать на импровизированную кнопку, которая представляет собой подпружиненный винт. Лично я насчитал минимум 4 варианта установки этого фонаря на оружие. Первые два варианта классические. Берем фонарь и тупо ставим на цевье. При первом варианте мы устанавливаем фонарь внизу цевья, непосредственно под стволом. При втором варианте мы устанавливаем его на цевье сбоку, слева или справа. Третий вариант подразумевает использование кронштейна гусь. Установка очень простая, а сам фонарь садится как литой. После этого останется только прикрепить сам кронштейн внизу цевья. Четвертый вариант более сложный и требует наличия не только кронштейна гусь, но и любой рукоятки серии РК. Для этого с кронштейна гусь нужно снять внутреннюю заглушку. Скручиваем потайной винт и вытаскиваем ее. Берем рукоятку и снимаем с нее крепление. Для этого нужно открутить этот винт и стянуть крепление в сторону. Теперь остается совместить кронштейн и нашу рукоятку и закрутить обратно винт, который был на кронштейне. После этого устанавливаем все это вниз цевья. Да, это сложнее, но зато мы имеем более продвинутую конструкцию. Первое, мы имеем фонарь немного смещенный вперед за счет кронштейна гусь. И
Второе, мы имеем рукоятку, которая позволит более удобно управлять оружием. Но вы можете использовать то, что подойдет лично вам. Теперь давайте пробежимся по режимам работы. При работе с фонарем без тактической кнопки используется тумблер, который имеет три положения – верхнее, среднее и нижнее. В среднем положении фонарь выключен. В верхнем положении с максимальной яркостью в постоянном режиме работает фонарь одновременно с ЛЦУ. ЛЦУ видно плохо, но поверьте мне на слово, он там есть. И соответственно в нижнем положении работает только ЛЦУ. А теперь давайте посмотрим, как работает фонарь с подключенной тактической кнопкой. Тут, конечно, побольше функций, чем в обычном режиме, поэтому давайте по порядку. Если тумблер в верхнем положении, при одном нажатии на кнопку в постоянном режиме и с максимальной яркостью включается фонарь одновременно с ЛЦУ. При нажатии на кнопку 2 раза подряд в постоянном режиме с максимальной яркостью работает только фонарь, без ЛЦУ. Если тумблер в среднем положении, при одном нажатии на кнопку в постоянном режиме работает только ЛЦУ. При нажатии на кнопку 2 раза подряд, постоянно и в экономичном режиме работает только фонарь. При нажатии на кнопку 3 раза подряд происходит выключение фонаря. При нажатии на кнопку 4 раза подряд в постоянном режиме с максимальной яркостью работает фонарь одновременно с ЛЦУ. Как вы видите, поймать эти режимы не так легко. Думаю, в боевой обстановке времени на это точно не будет. А если тумблер в нижнем положении, при нажатии на кнопку в постоянном режиме и с максимальной яркостью работает фонарь одновременно с ЛЦУ. Но только до тех пор, пока вы удерживаете эту кнопку. Если ее отпустить, фонарь выключается. А теперь давайте выключим свет и посмотрим, как он работает в темноте. Лично я фонарь покупал на выставке, поэтому мне он обошелся с небольшой скидкой. Но средняя его цена была около 15 тысяч рублей. А теперь о печальном. Увы, но сейчас он уже не производится. Хотя в некоторых магазинах его еще можно найти. Вместо него сейчас появился фонарь Клещ 2PS плюс ЛЦУ в немного измененном корпусе с расширенной комплектацией и с режимом стробоскопа. Стоимость на сайте производителя не намного выше, около 18 тысяч рублей. На этом у меня все. Для тех, у кого остались вопросы, не стесняйтесь, задавайте их в комментариях под этим видео. Если видео было полезно, не поленитесь поставить лайк, подписаться на канал, а также поставить колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Всем пока-пока!